После череды длительных тизеров и анонсов компания Infiniti представила свой роскошный внедорожник QX80 нового поколения. Флагман преобразился снаружи и внутри, стал современнее и технологичнее, сохранил равную конструкцию, но лишился мотора V8. На смену атмосфернику пришла более мощная битурбо-шестерка. Но это далеко не все изменения, которые получит новый QX80. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о Infiniti QX80 третьего поколения. Прежний QX80 продержался на конвейере долгие 14 лет. Он пережил несколько модернизаций. Последняя была в 2021 году. Платформа модели принципиальных изменений не перетерпела. 80-ки сохранили раму и шасси с независимой задней подвеской, а габариты почти не изменились. Длина выросла на 25 мм, ширина стала больше на 86 мм, а высота на 20 мм. Колесная база не изменилась. Зато кузов имеет увеличенную на 57% угловую жесткость, а жесткость на кручении выросла на 25%. Это позволило сделать внедорожник тише и избавило от лишних вибраций. Базовая версия имеет пружинную подвеску, а среди опций впервые появилась адаптивная пневмоподвеска. На скорости она опускает машину на 30 мм для улучшения аэродинамики. На парковке она может опуститься на 71 мм для облегчения входа-выхода или погрузки и разгрузки багажа. При активации режима оффроуд на бездорожье подвеска наоборот поднимается на 61 мм. Диаметр доступных колес 20, 21 или 22 дюйма. При этом Infiniti отказалась от единой гидросистемы, которая объединяет все амортизаторы в единый контур. Прообразом нового QX80 стал прошлогодний концепт QX Monograph. От него серийному внедорожнику достались двухъярусная головная оптика и оформление фонарей. В компании называют новую фирменную стилистику Artistry in Motion, что можно перевести как артистизм в движении. В числе ее особенностей это плавные линии кузова, двухуровневая передняя оптика и массивная решетка радиатора, символизирующая, как говорят в Infiniti, великолепие бамбукового леса. В целом формат прежней 80-ки сохранен, но новый кузов имеет более стремительный силуэт и увеличенную площадь остекления. Хром в декоре уступил место черному глянцу, а сзади появился сплошной фонарь, напоминающий клавиши фортепиано. В радиаторную решетку встроены активные заслонки, которые, будучи закрытыми, уменьшают сопротивление воздуху. А выдвижные ручки дверей на QX80 стали новинкой для марки Infiniti. В салоне стоит модное табло, объединяющее экраны приборки и мультимедиа-системы. Каждый имеет диагональ 14,3 дюйма. У медиа-системы есть встроенные сервисы Google, а для водителя предусмотрен проекционный дисплей. Центральную консоль занял еще один сенсорный экран на 9 дюймов. Он отвечает за климат-контроль, подогревы и переключение ездовых режимов. А для удобства пользования его оснастили системой тактильной обратной связи. Специальная камера в составе климатической установки и инфракрасный датчик в потолке способны определять температуру тела пассажиров. Если электроника определит, что кому-то жарко, она автоматически направит на него поток прохладного воздуха. Для этого не придется вручную настраивать дефлекторы. Также с помощью салонной фронтальной камеры можно вести журнал поездки и делиться контентом с друзьями в соцсетях. Также к камерам можно подключаться удаленно, например, для того, чтобы узнать, не остались ли какие-либо вещи в салоне. Привычного рычага коробки передач больше нет. Вместо него стоит компактный кнопочный пульт на центральном тоннеле. QX80 сохранил трехрядный салон на 7 или 8 мест. Третий ряд рассчитан на троих, а на втором ряду могут быть трехместный диван или два раздельных кресла с электроприводом складывания. В этом случае предусмотрена центральная консоль с охлаждаемым боксом и 9-дюймовым экраном климатической системы. Подогрев есть у всех сидений, а кресла первого и второго рядов могут иметь вентиляцию и массаж. По всему салону расположено 8 портов USB Type-C для быстрой зарядки гаджетов. В отделке использована кожа, деревянный шпон и алюминий. Предусмотрена атмосферная подсветка на 64 цвета, а самая роскошная комплектация автограф получила полуанилиновую кожу и деревянные вставки с открытыми порами. Также новый QX80 оснащен акустической системой американской фирмы Klipsch. Базовый набор — это 14 динамиков и мощность 600 Вт. За доплату доступно 24 динамика, 4 из них интегрированы в потолок и еще несколько встроены в подголовники. Есть сабвуфер и 24-канальный усилитель.
Мощность системы составляет 1200 Вт. Вместо гидроусилителя теперь стоит электрический усилитель руля. Это нововведение позволило добавить комплекс ProPilot Assist 1.1. Он включает адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения и удержания в полосе. У топ-версии автограф стоит расширенный комплекс ProPilot Assist 2.1. С ним водитель может убрать руки с руля при движении по специализированным трассам. Также внедорожник получил функцию «Невидимый капот». Это трансляция картинки пространства в нижней части машины. Одно из важнейших изменений скрывается под капотом нового QX80. Это 3,5-литровый турбомотор с обозначением VR35DDT. Он развивает на 50 сил и 138 Нм больше, чем прежний 8-цилиндровый мотор. Теперь отдача составляет 456 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента. На смену 7-ступенчатой коробке передач пришел 9-ступенчатый автомат с расширенным на 40% силовым диапазоном. Это отношение низшей передачи к высшей. Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси сохранилась. Для рынка Америки также будут предложены заднеприводные версии. В США QX80 появится уже летом. Цена начинается от $82 500 за версию Pure с задним приводом. В ее оснащение входят 20-дюймовые диски, подножки, панорамная крыша, электропривод багажника, датчик дождя, беспроводная зарядка для смартфона, кожаный руль с подогревом и электрорегулировкой, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 14 динамиками, переднее сиденье с электроприводом в 10 направлениях и подогревом. На втором ряду может быть диван или капитанские кресла, а третий ряд имеет электропривод складывания. Комплектация люкс по цене от $89 550 дополнена 22-дюймовыми дисками, пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, натуральной кожей, подогревом и вентиляцией переднего и заднего ряда, а также расширенным комплексом систем безопасности ProPilot Assist 2.1. Исполнение сенсора с стоимостью $100 645 имеет базовый полный привод, автоматическое управление дальним светом, отделку из полуанилиновой кожи и темно-коричневого дерева с открытыми порами, цифровое зеркало заднего вида, накладки на пороге с подсветкой, систему климат-контроля с функцией биометрического охлаждения второго ряда, аудиосистему с 24 динамиками и 120-вольтовую розетку в багажном отделении. Стоимость топовой версии автограф начинается от $110 600. Она отличается контрастной черной крышей, подогревом зоны дворников и 22-дюймовыми колесами. Сиденья получили стеганую строчку, также есть подогрев третьего ряда. А капитанские кресла второго ряда дополнены функцией массажа и сенсорным экраном на центральной консоли. Обивка потолка выполнена из замши, а в отделке использован ясень с открытыми порами и алюминиевые вставки. Друзья, понравилась ли вам внешность нового QX80? И, как вы думаете, 80-ка составит конкуренцию таким одноклассникам, как Cadillac Escalade или Lexus LX 600? Делитесь своим мнением в комментариях, а также не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии.